Всем привет! Меня зовут Вероника, и сегодня для вас я подготовила вот такие вот замечательные слитки. Вяжутся несложно, с одним швом. Шов только на пяточке. Смотрится очень красиво, аккуратно. Данные слитки я вязала из пряжи Alize Lana Gold Classic. Метраж в 100 граммах 240 метров. Вязала спицами 3,5 миллиметра. Данные слитки я вязала на размер ноги 38-39. Данные слитки вяжутся сверху вниз. На резиночку я набирала 50 петель. Данное количество петель идет постоянным. Оно набирается на любой размер взрослых слитков. Резиночку я вязала 5 сантиметров. Если вы хотите повыше резиночку, нежели моя, можете связать побольше рядов. Далее я связала 3 ряда платочной вязкой и начала вывязывать мысок. Размер регулируется именно вот этим вот мыском. Здесь вы все до мыска вяжете, как у меня. А именно мысочек наш регулирует размер ноги. Чем больше платочных дорожек у нас вот по этому мыску связано, тем больше у нас будет набранных петель. Если вам надо будет следочки поменьше размером, нежели мои, просто регулировать надо вот этот мысок. Далее вывязывается у всех одинаково, это будет подъем. И вот такая цельно вязаная подошва. Следочки очень красивые. Смотрите, у меня они связаны из 3 цветов. Вы вяжите из тех цветов, сколько вам хочется. Если вам понравилась данная модель слитков, давайте вязать их вместе со мной. На спице номер 3,5 я набираю 50 петель обычным способом набора. После того, как все петли набраны, мы начинаем вязать резиночку 1 на 1. Первый ряд наш будет идти по изнаночной стороне. Кромочная первая петля снимается, и далее вяжем 1 лицевая петля, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная. И так мы вяжем до конца весь ряд. Последняя кромочная петля вяжется изнаночной. Как я повторюсь, это у нас будет изнаночная наша сторона. Второй ряд мы будем вязать по рисунку, тоже резиночку 1 на 1. Кромочную петлю мы снимаем, и далее вот у нас лицевая, мы ее вяжем лицевой. Изнаночная, мы ее вяжем изнаночной. Итак, мы продолжаем вязать резиночку 1 на 1. Это у нас будет идти лицевая сторона. Мы с вами вяжем второй ряд. Таким же образом нам надо связать еще третий ряд. Получится у нас розовым цветом 3 ряда резиночки. Ну вот, я провязала 3 ряда обычной резиночкой 1 на 1. Далее мы будем менять ниточку на серый цвет и вязать 2 ряда серыми нитками, 2 ряда белыми нитками, 2 ряда розовыми нитками, 2 серыми и 2 белыми. Всего моя резиночка состоит из 13 рядов. Далее смотрите, ниточку розового цвета мы с вами не будем обрезать, а будем ее просто поднимать. Берем ниточку серого цвета и начинаем вязать следующие 2 ряда ниточкой серого цвета. Смотрите, при смене ниток кромочная петля не снимается, а провязывается лицевой. И далее 2 ряда мы вяжем серой ниточкой резиночку 1 на 1. Таким вот образом мы свяжем серой ниточкой, вот это у нас идет 4-й ряд и 5-й ряд. Встретимся в начале 6-го ряда. После того, как мы провязали серой ниточкой 2 ряда, будем присоединять ниточку белого цвета и также будем 2 ряда вязать ниточкой белого цвета. И как я говорила, кромочная петля при смене нитки не снимается, а провязывается лицевой. И далее продолжаем резиночку вязать 1 на 1, 2 ряда белой ниточкой. Таким образом мы с вами продолжаем вязать. Это у нас первый ряд белой ниточкой идет, и еще такой же второй ряд.
Я связала 3 ряда розовой ниточкой, 2 ряда серой и 2 ряда белой ниточкой. Нитки я вот здесь вот не обрывала. Поднимаем розовую ниточку, не сильно тянем, чтобы у нас полотно было эластичным. И теперь вяжем 2 ряда розовой ниточкой. Кромочную петлю провязываем лицевой при смене ниток и далее вяжем резиночку 1 на 1. Это получается у нас идет 8 ряд. Если показать на слитке, мы с вами связали розово-серо-белый. Теперь таким же образом надо связать по 2 ряда розово-серо-белый. Всего у нас должна резиночка наша получиться 13 рядов. Встретимся, когда провяжем всю резиночку. Ну вот, смотрите, я связала 13 рядов резиночки 1 на 1. Давайте мы с вами посмотрим, сколько это получилось сантиметров. Примерно, вот, смотрите, 5,5 сантиметров. Если у вас плотность вязания другая, нежели моя, лучше ориентироваться на полученные сантиметры. Надо обрезать все ниточки, кроме ниточки розового цвета. И мы с вами ниточкой розового цвета провяжем 6 рядов лицевыми петлями, либо 3 платочные дорожки. Обрезаем ниточки белую и серую, остается только розовая. Кончики, чтобы нам с вами не мешались, я по ходу вязания буду все прятать, самостоятельно прячем любым удобным для вас способом. Первая кромочная петля при смене ниточки провязывается лицевой, и далее все петли вяжем лицевыми. Последняя кромочная петля на протяжении всего вязания вяжется изнаночной петлей. Это у нас первый ряд идет. Довязываем таким же образом до конца ряда. Переворачиваем вязание и вяжем второй ряд. Кромочную петлю мы снимаем. И далее так же само все петли вяжем лицевыми. Это мы с вами вяжем второй ряд. Таким же образом нам надо связать еще 4 ряда. Всего у нас получится связанных 6 рядов, либо 3 дорожки платочной вязки. Встретимся, когда провяжем все наши 6 рядов. Я связала 6 рядов обычными лицевыми петлями, как с лицевой стороны, так и с изнаночной стороны. И у меня получилось 3 платочные дорожки. Если измерить в сантиметрах, это получается 7 сантиметров вместе с резинкой. Теперь нам надо вывязать весь наш мысочек. Для этого нам надо разделить петли. Всего у нас на спицах сейчас 50 петель. Нам надо выделить часть петель на мысок и 2 части на боковые стороны. Если посмотреть это на отрезке, на мысок я выделяю 14 петель. Это примерно стандартное количество петель, которое нужно выделять на мысок. Если у вас ножка ваша пошире, на пару петель сделайте больше мысочек. Если совсем маленькая ножка, на пару петель сделайте меньше. Это я говорю для взрослых слитков. И по бокам у нас с вами получается по 18 петель. Первые 18 петель я перенесу на одну спицу. Вот у меня 18 петель. Мысочек 14 петель я перенесу на спицу. И у нас здесь осталось также 18 петель. Если вы вяжете на чулочных спицах, можете данные 2 спицы, вот, чтобы они у нас болтались, и будем вязать только вот эти 14 петель на данный момент. Я сейчас переодену их на леску, чтобы мне было удобнее. Боковые только петли. Вот с этой стороны у меня получается 18 петель. И эти на эту же леску одену. Если у вас нету спицы на леске, можете по обычных чулочных спицах это все делать. И теперь будем вязать только наш мысочек. Смотрите, если посмотреть на моем мыске, мы сохраняем расположение цветов. 3 вот этих платочных дорожки мы уже с вами провязали. Теперь вяжем так же само по 3 платочные дорожки. Сначала серым, белым, розовым. Серым, белым, розовым и серым. В последней белой полосе мы с вами будем делать убавление. Вяжем до белой последней полосы.
Ниточку при этом не обрезаем, а просто поднимаем, как мы делали в резиночке. Присоединяем ниточку серого цвета. В мыске мы кромочную первую петлю всегда будем снимать. При смене нитки также мы будем ее снимать, не провязывая. Это для того, чтобы когда мы будем набирать далее петли и вязать подъем наш, у нас сохранилось количество кромочных петель. Смотрите, вот эти вот части, резиночка наша и 3 платочные дорожки мы вяжем для всех размеров одинаковые. Регулировать размер будем в мыске. Регулировать мы будем только количество платочных дорожек вот этих. Чем больше платочных дорожек, тем больше у нас будет набранных петель. Далее берем ниточку серого цвета. При смене ниток в мыске именно первая кромочная петля всегда будет сниматься, не провязывая. И далее все петли вяжем лицевыми. Последняя кромочная петля на протяжении всего вязания вяжется изнаночной петлей. Это у нас с вами первый ряд идет. Переворачиваем вязание, приступаем ко второму ряду. Первая кромочная петля снимается, далее вяжем все петли лицевыми. Последняя кромочная петля вяжется изнаночной. Так мы с вами связали 2 ряда. Таким же образом еще свяжем 4 ряда. Итого у нас получится 6 рядов лицевыми петлями. Мы с вами связали 6 рядов серой ниточкой. Лицевыми петлями у нас получился 3 дорожки платочной вязки. Теперь дальше присоединяем ниточку белого цвета. Как я повторюсь, кончики все на протяжении вязания я буду прятать самостоятельно. Первая кромочная петля снимается в мыске, как при смене ниток, так и в обычном вязании. И далее все петли вяжем лицевыми. Последняя кромочная петля вяжется изнаночной. Вот мы с вами провязали первый ряд белой ниточкой. Теперь так же само нам надо провязать белой ниткой еще 5 рядов. Вот смотрите, я провязала белой ниточкой 4 ряда. Теперь подниму свою серую ниточку, чтобы не образовывались сильно большие протяжки. Вот я вот так вот перекручу ниточку серую. И дальше продолжаю вязать также белой ниточкой. Но серая ниточка у нас с вами уже поднялась и не будет образовываться сильно большие протяжки. И далее я продолжаю еще 2 ряда вязать также белой ниточкой. Белую полосу мы с вами провязали, теперь нам надо провязать розовую полосу. Но так как вот у нас здесь кончик остался, мы его не обрезали и нам его не надо обрезать. Достаем второй кончик розового цвета из середины моточка. Присоединяем ниточку розового цвета. Первая кромочная петля снимается, не провязывая. И далее вяжем розовой ниточкой также 6 рядов лицевыми петлями. В итоге получится это 3 платочные дорожки. Постепенно поднимаем ниточки, чтобы у нас не образовывалось сильно больших протяжек. Вот смотрите, у нас серая ниточка, самая последняя. Мы ее перекрутим с розовой, и серая ниточка уже поднялась у нас. И также продолжаем вязать розовой ниточкой. Еще 4 ряда. Первую кромочную петлю снимаем, и дальше все петли вяжем лицевыми. Вот серая, белая, и вот эту полосу мы с вами начали вязать. Вяжем самостоятельно розовую вот эту полосу. И еще вот 1, 2, 3, 4 полосы. Встретимся в начале белой полосы. После того, как я провяжу все эти полосы, я вам скажу, сколько это у меня получился мысок сантиметров и как примерить это на ножки. Ну вот, смотрите, я связала наш мысочек до, получается, вот этой белой полосы. Далее мы с вами свяжем вместе вот эту последнюю белую полосу. На данный момент наш мысочек вот 11 сантиметров.
Если померить полностью нашу заготовку, это получается 18 сантиметров. Вот так вот выглядит моя изнаночная сторона. Я уже здесь спрятала мои кончики наборные. И вот такие вот протяжки у вас также должны получиться. Отрегулировать размер ноги нужно по этому мыску. Чем больше у нас платочных дорожек, тем больше у нас будет набранных петель вот по краю идти. Также можно ориентироваться на ножку. Примеряем нашу заготовку на ножку и смотрим, если нам достаточно мыска нашего, тогда начинаем запускать его. Если недостаточно, можете связать побольше мысок. Смотрите, у меня остается пальчики немножко, но так как мы еще не связали одну полосу, как раз у меня будет вот эта вот полоса белая на пальчике. Серая и розовая ниточка нам уже не нужна, я их обрезала. Берем ниточку белого цвета и далее вяжем ниточкой белого цвета. Первая кромочная петля снимается, не провязывая. Вторая и третья петля вяжется вместе одной лицевой за передние стеночки белой ниточкой. И далее вяжем лицевыми петлями, не довязывая до 3 петель в конце ряда. У нас осталось на левой спице 3 петли. Первую и вторую петлю провязываю вместе одной лицевой петлей за верхние стеночки правые. Последнюю петлю вяжу изнаночной. Второй изнаночный ряд мы вяжем без убавления. Первую кромочную петлю мы снимаем и далее все петли вяжем лицевыми. Получается у нас уже на спице не 14 петель, а 12, так как мы убавили с вами 2 петли. В третьем ряду мы также с вами будем убавлять 2 петли. Первая кромочная петля снимается, не провязывая. Вторая и третья петля провязывается вместе одной лицевой петлей за верхние правые стеночки. И далее вяжем все петли лицевыми, не довязывая до конца ряда 3 петли. Вот у меня на левой спице осталось 3 петли, я вот первую и вторую петлю провязываю вместе одной лицевой петлей. Последняя кромочная вяжется изнаночной. У нас на спице уже получается 10 петель. Изнаночный ряд 4 вяжем без убавок. Первая кромочная снимается и далее вяжем все петли лицевыми. Последняя кромочная петля вяжется изнаночной. И далее 2 ряда вяжем также без убавок. Кромочную снимаем, далее вяжем все петли лицевыми. Последняя петля изнаночной. Это вот один ряд мы провязали без убавок. И так же само нам надо провязать второй ряд без убавок. В итоге провязано белой ниточкой всего 6 рядов. Всего наш мысок состоит из 48 рядов лицевыми петлями, либо 24 платочные дорожки. В сантиметрах вот 12,5 сантиметров. Общая моя заготовочка 19 сантиметров. После того, как мы связали с вами весь мысок, нам надо связать вот этот вот подъем. Вязала я подъем каждый ряд новым цветом. Вот смотрите, 1, 2, 3, 4, 5 рядов платочной вязки, либо 10 рядов лицевыми петлями. Для того, чтобы нам связать вот этот подъем, нам надо поднять все петли. Мы будем вязать с одного края вот эти петли, поднимаем по этой стороне петли за кромочную косичку, переснимаем вот эти петли, поднимаем с другого края кромочные петли и вот эти петли. И у нас в итоге должно получиться, если вы вязали так же, как и я по моим размерам, 94 петли. Ниточку беленькую я сразу обрезала и кончик спрятала. Присоединяем ниточку серого цвета. Первую кромочную петлю я буду провязывать лицевой при смене ниток. И далее, вот как я говорила, количество набранных петель, которые мы здесь вот будем набирать, равно количеству провязанных платочных дорожек. Так вот регулируется наш размер. Вяжем 18 с этого края петель.
Далее нам надо добрать вот здесь вот петли. В каждой платочной дорожке мы добавляем по одной петле. Смотрите, можете набирать спицей, если вам неудобно, можете набирать крючком. Вот получается наша первая петля. Далее вот 3 сереньких петли у нас идет. За кромочную косичку. Далее 3 беленьких петли у нас идет. Первая, вторая и третья. И так мы набираем в каждой платочной дорожке по одной петле. После того, как по этой стороне вы подняли петли, далее вяжем наш мысочек. Петли на спице провязываем лицевыми. Теперь таким же образом надо поднять петли с этой стороны. Если вам неудобно поднимать спицы круговой, тогда поднимайте крючком. Я подниму петли крючком. Первая петля, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая и так далее. После того, как все петли поднимутся по этому краю, оставшиеся петли провязываем лицевыми. Все петли, которые мы подняли, у нас должно это получиться 94 петли. Далее распределяем петли либо на чулочные спицы, если вам удобно, либо на круговые. Одну переснимаем все петли. Встретимся, когда поднимем все петли. После того, как мы все петли подняли, у нас на спице получается 94 петли, и у нас должно вязание выглядеть наше вот таким вот образом. Далее второй изнаночный ряд продолжаем вязать также ниточкой серого цвета. И вяжем все петли лицевыми, и как раз проверяйте, чтобы количество петель у вас сошлось. Первая кромочная петля снимается, и далее все петли вяжем лицевыми. Последняя кромочная петля вяжется изнаночной. Смотрите, в этом месте у вас может образовываться дырочки. Можно поднять одну петлю на спицу и провязать эти 2 петли вместе одной лицевой петлей. Вот таким вот образом. И далее также вяжем все петли лицевыми. Если вы вяжете на спицах круговых, можете вы здесь вот сделать вот такую петельку, чтобы вам удобнее было вязать. И также далее вяжем. Это у нас идет второй ряд. У нас получится одна платочная дорожка ниточкой серого цвета. Встретимся, когда провяжем полностью ряд. Ряд мы изнаночный с вами довязали. Переходим на ниточку белого цвета, и теперь 2 ряда лицевой и изнаночный будем вязать ниточкой белого цвета, все петли лицевыми. Итак, мы с вами свяжем вот эту вот серенькую полоску, мы уже с вами связали. Мы с вами свяжем белую одну розовую, серую и белую. Итого у нас должно получиться 1, 2, 3, 4, 5 полос платочной вязки, либо 10 рядов лицевыми петлями. 2 ряда мы с вами уже провязали, либо одна вот платочная дорожка. Встретимся, когда провяжем все эти полосы. Последняя полоса должна быть белого цвета. После того мы с вами будем вязать подошву. После того, как вы провязали 5 дорожек платочной вязкой, у вас вот таким вот образом должно получиться. Мы провязали полностью наш подъем. Все платочные дорожки разных цветов. Нам с вами осталось связать подошву и сделать шов на пяточке. Смотрите, на подошву я оставляю 12 петель. Остальные все петли я делю напополам и будем вывязывать с вами подошву. Закончила вязать я ниточкой белого цвета. Ниточку я обрезала. И теперь у меня подошва будет ниточкой серого цвета. Как вы видите, я уже все кончики спрятала самостоятельно, чтобы никакие кончики не мешались. Первая кромочная петля провязывается лицевой, так как у нас смена цвета. И далее нам надо вместе с кромочной провязать 41 петлю. Первая провязана, вторая, третья, четвертая,
Итак, мы с вами должны провязать 41 петлю. Смотрите, если вы вяжете на круговых спицах, вот мне уже неудобно провязывать петли, я делаю вот такую вот петельку и продолжаю вязать далее. 41 петля провязана. Теперь приступаем к нашей подошве. Подошва наша состоит, как мы помним, из 12 петель. Вяжем 11 петель. Теперь нашу 12-ю последнюю петлю подошвы и следующую вот 13-ю петлю я провязываю в каждом лицевом ряду изнаночной петлей и разворачиваю вязание. Теперь вяжу в обратном направлении. Первая петля будет сниматься, далее вяжем 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 петлю и 13 я провязываю в изнаночных рядах одной лицевой петлей за верхние стеночки. То есть получается, когда мы вяжем в лицевом ряду, мы 12 петлю и 13 провязываем изнаночной петлей. В изнаночном ряду мы провязываем эти две петли лицевой петлей. Переворачиваем вязание. Вот у нас рабочая ниточка получается сверху. Мы ее оставляем сверху. Первая петля снимается. И далее вяжем 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Вот смотрите, у нас идет 12 петля, вот такой вот большой промежуток, и вот эта 13 беленькая петелька. Мы эти две петли вяжем 2 вместе изнаночной петлей. Переворачиваем вязание. Первая петля снимается, не провязывая. Далее вяжем 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 петлю, тоже вот видите, такой промежуток уже образовался, вместе одной лицевой петлей. Итак, мы вяжем нашу подошву, пока у нас здесь вот в конце не получится по 5 петель с одного края и с другого края. Получается, в лицевом мы 12 и 13 петлю провязываем изнаночной петлей, в изнаночном ряду мы 12 и 13 петлю провязываем лицевой петлей. Встретимся, когда у нас останется с каждой стороны резиночки по 5 петель. Смотрите, я связала мою подошву, пока вот у меня на спице не получилось 5 петель с одной стороны и с другой стороны 5 петель. Теперь мы будем вывязывать нашу подошву, убавляя петли в самой подошве. Первая петля снимается и вяжем этот ряд, не довязывая до конца ряда 3 петли. Все петли, как мы и вязали ранее, вяжем лицевыми. Вот смотрите, у меня 3 петли осталось от моей подошвы. Мы вот первую, вторую петлю вяжем одной лицевой за верхние стеночки. Это последняя осталась петля подошвы. И следующая петля на спице вот белого цвета. Мы их вяжем так, как это лицевой ряд, изнаночной петлей. Переворачиваем вязание. Первая петля снимается. И также вяжем, не довязывая до конца ряда 3 петли. Вот у меня осталось 3 петли моей подошвы. Первую, вторую петлю я вяжу одной лицевой. И далее вот последняя петля подошвы идет. И следующая петля, так как это изнаночная сторона, я их вяжу одной лицевой. Переворачиваю вязание и вяжу так же само, как мы вязали. Первая петля снимается. Далее вяжу петли подошвы, не довязывая 3 петли.
Вот у меня на спице осталось 3 петли подошвы. Первую, вторую петлю одной лицевой петлей, последнюю петлю и следующую беленькую петлю вяжу одной изнаночной, так как это лицевая сторона. Итак, мы вяжем далее все ряды, убавляя петли. Я довязала до того, пока у меня на спице не осталось 4 петли. 3 петли это подошвы и одна вот боковая петля. Первая петля снимается, одна вяжется лицевой, последняя вот третья петля подошвы и следующая петля вяжется одной лицевой за верхние стеночки. У нас осталось 3 петли на спице, и это все петли нашей подошвы остались. Мы рабочую ниточку переведем на изнаночную сторону. Первую просто переснимаем, рабочую ниточку заводим под спицы и обратно петлю переснимаем. И далее все 3 петли провязываем вместе одной лицевой за нижнюю стеночки. Вытягиваем одну длинную петлю. Обрезаем ниточку так, чтобы сшить нашу пяточку. Потом я продеваю данную ниточку в петлю, затягиваю. Вот такая подошва у нас с вами получается. Берем иголочку. Кромочные петли нам надо спрятать вовнутрь. Смотрите, каким образом я буду сшивать. Вот у нас идет кромочная косичка. Мы не в кромочную косичку иголку вдеваем, а возле кромочной за вот эту вот дужку. С одной стороны вытягиваем ниточку. И так же само с другой стороны. За кромочной дорожкой. Обратно вот с одной стороны. За кромочной дорожкой. С другой стороны. И так мы сшиваем нашу пяточку до конца. Вот такой вот шов у вас с лицевой стороны должен получиться, с изнанки вот таким образом. Далее, смотрите, у нас платочная вязка закончилась, переходит на резиночку. В резиночке мы также само сшиваем следок. За кромочной косичкой вводим вот в петлю беленькая. И здесь такую же за кромочной косичкой. Снизу вверх. И так сшиваем нашу пяточку до конца, самостоятельно. Следок сшит, вот такой вот шов получается с лицевой стороны, вот так вот с изнанки. После того, как мы сшили все наши следки, спрятали кончики, у нас с вами получились вот такие вот замечательные яркие следки. Надеюсь, все было понятно. Если вам понравился данный мастер-класс, поддержите меня лайком. Если вы не подписаны на мой канал, обязательно подпишитесь. А мы с вами встретимся в новом видео. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока!